Вполне ожидаемо, после крупного обновления сегодня разработчики выпускают новое, которое весит около 700 мегабайт. Разумеется, оно призвано вылечить предыдущее, но помимо него мы заденем и новые утечки, которые еще не были озвучены. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hell Store выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня, а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, пора бы уже немного привыкнуть. Если разработчики вдруг выпускают что-то большое, следует ожидать много ошибок. Почти все, что изменили или добавили разработчики, стало вызывать баги. Но, к моему удивлению, единственное, что действительно должно было их вызывать, работает отлично. И это я про новую фишку с дождем на карте Train. К сожалению, сегодняшнее обновление не лечит и половину багов предыдущего. Однако давайте все равно на него взглянем. Исправили ошибку аннотаций для карт, которая не переключалась на английский язык в отсутствии какой-либо локализации. Да-да, речь идет про новую обучалку примитивным раскидкам гранат на карте. Исправили также убогую коллизию на карте Train. И кому не довелось увидеть невидимые углы у поездов, которые не пропускали пули, ваше очко вчера было в безопасности, но благо это уже исправили. Также заменили музыку на радио у карты Train, залатали физикой промежуток у платформы, в которой можно было застрять, залатали некоторые дыры и убрали столкновения с моделькой радио. Ну а еще внесли изменения на карты Overpass и Basalt. Все же остальные баги вчерашнего обновления, увы, остались с нами. И, ребята, крайне не рекомендую на данный момент использовать настройку предсказывающий урон, так как на данный момент это лишняя функция, которая выполняет противоположные свойства, от которых у вас еще сильнее сгорит жопа на официальных серверах. Теперь же немного о скрытых файлах. Вполне очевидно, разработчики удалили старую версию карты Train, которая случайно просочилась в файлы игры. Ну а также помимо настройки популяции питомцев, которую мы получили в прошлом обновлении, в файле меню панорамы добавили также параметр, отвечающий за ограничение отображения персонажей в лобби, который, скорее всего, сделан на будущие фоны определенных режимов, где будет нестандартное лобби и количество игроков в команде, так как данный параметр без этого контекста выглядит абсолютно бесполезным, потому что на данный момент сами карты ограничивают количество персонажей. Ну и, конечно же, куда без очередных намеков на запретную зону. Дело в том, что в прошлом обновлении из всей кучи файлов для карты Train проскользнула парочку моделек и материалов из карты Blackside, которая, как вы помните, и использовалась только в режиме запретная зона. Скорее всего, разработчики также параллельно делают ремейк данной карты, дабы наконец-таки выпустить режим запретной зоны. Но, к сожалению, неизвестно, останется ли у карты прошлое название, и учитывая масштабы, сложно предугадать, как долго они будут ее разрабатывать. Ну а на этом у меня пока что все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!